Мир BTS всегда попадает в заголовки, но на этот раз история разворачивается гораздо сложнее, чем могли ожидать фанаты. В неожиданном повороте событий Ким Тэ-хён, более известный как Ви, сделал судьбоносный шаг, подписав новый контракт, который может определить будущее группы. Новость прозвучала как гром среди ясного неба, мгновенно вселив надежду, тревогу и бурю эмоций в сообщество ARMY по всему миру. Однако среди этого шквала заголовков одно молчание было громче любого другого – Чонгук. Почему самый младший участник, которого часто считают сердцем BTS, молчал, пока его товарищи по группе делали такие смелые шаги вперед? Вопросов становилось все больше, как и слез ARMY, которые разрывались между празднованием и неизвестностью. Для многих фанатов подписание контракта Тэхёном было больше, чем просто соглашением. Это было заявлением о верности, посланием о его преданности будущему BTS. Но что это значит, когда Чонгук, та же центральная фигура, решает не высказывать свою позицию в то же время? Это осознанный выбор или признак того, что за кулисами происходит что-то более глубокое? Разница в подходах между двумя участниками поразительна. Действие Тэхёна последовало быстро, почти без предупреждения, продемонстрировав уверенность, решимость и ясность направления. Обозреватели отрасли уже оценили этот шаг как обеспечивающий стабильность для группы в то время, когда военная служба нарушила их деятельность и создала продолжительное молчание. Напротив, молчание Чонгука имеет свой собственный вес. Его решение не подтверждать и не опровергать какое-либо соглашение оставляет дверь широко открытой для спекуляций, а спекуляции внутри мирового фандома часто перерастают в эмоциональную бурю в социальных сетях. Реакция была немедленной и бурной. «Я плакала, зная, что Тэхён обеспечил свое будущее», написала одна ARMY, «но я не могу перестать беспокоиться о Чонгуке». Другие выразили надежду, что его молчание означает, что он ведет переговоры об условиях, которые в конечном итоге принесут пользу ему и группе, но для многих его неуверенность была болезненной. Молчание в такие времена становилось мучительнее любых сказанных слов. Что скрывается за молчанием Чонгука? Одна из точек зрения предполагает, что его карьера недавно вступила в новую эру независимости, его сольные работы бьют рекорды, возглавляют мировые чарты и расширяют его влияние за пределы BTS. Для некоторых этот успех – палка о двух концах, свидетельство его непревзойденного таланта, но также и повод задуматься, не рассматривает ли он более гибкий путь. Может быть, он взвешивает баланс между преданностью группе и личной свободой. Может быть, его нерешительность была стратегическим решением, не просто нерешительностью. Он стремился к тому, чтобы его роль в будущем BTS отражала масштаб его мирового влияния. С другой стороны, Чонгук неоднократно подчеркивал в предыдущих интервью, что BTS – это его семья, его дом и его жизнь. На протяжении многих лет он выражал благодарность за то, что он самый младший, за заботу своих хёнов, и часто говорил о том, как немыслима его жизнь без них. Эта история делает его молчание сегодня еще более трогательным. Если он сдерживается, фанаты задаются вопросом, какие трудности он переживает лично. Это давление со стороны агентства, личные размышления или, возможно, просто вопрос времени, ожидание подходящего момента, чтобы раскрыть свой выбор. Решение Тэхёна добавляет еще один слой к этой истории. Известный своим уникальным артистизмом и таинственной аурой, он всегда балансировал на грани между неуверенностью и решимостью. Подписав контракт первым, Тэхён, возможно, дает понять фанатам и индустрии, что BTS не разваливаются, что он укоренен в идентичности группы. Но его поступок также невольно подчеркивает Чонгука, усиливая пристальное внимание к его молчанию. Эту историю делают настолько эмоциональной не только действия участников, но и то, как на них реагирует ARMY. Фанаты BTS не пассивны, они чувствуют каждое изменение как свое собственное. Для них неуверенность одного из участников группы олицетворяет неопределенность их собственного эмоционального мира. Когда Тэхён вступает в игру, фанаты плачут от облегчения, когда Чонгук молчит, многие другие плачут от тревоги. Эти слезы символизируют не только любовь, но и страх. Страх того, что единство, которое они лелеяли больше десятилетия, вступает в хрупкую эру. Аналитики музыкальной индустрии советуют быть осторожнее, решения такого масштаба редко принимаются мгновенно, контракты требуют многослойных переговоров, молчание Чонгука может вовсе не свидетельствовать о колебаниях или разобщенности, а скорее о тщательном процессе, направленном на удовлетворение его творческих и профессиональных потребностей. Более того, некоторые инсайдеры считают,
что его задержка в конечном итоге может принести пользу BTS в целом, создав прецедент для более справедливых условий и большей творческой свободы для всех участников. Однако, пока Чингук не заговорит, это всего лишь теория. На данный момент картина неполная. Один участник смело шагнул вперед, связывая себя с будущим группы, в то время как другой пребывает в молчании, размышляя или, возможно, ведя стратегические переговоры. Между этими двумя вариантами ARMY остаются в ожидании, в сомнениях и в надежде. Этот момент в истории BTS ощущается как глава, где эмоции перевешивают факты, где молчание говорит так же громко, как контракты, и где мировой фандом несет бремя неотвеченных вопросов. Вид плачущих ARMY, кто-то от радости, кто-то от тревоги, отражает суть того, что представляет собой BTS. Связь настолько крепкая, что каждое решение кажется личным, каждое объявление воспринимается как семейная новость. С каждым днем главный вопрос становится все серьезнее. Последует ли Чингук за Тэхёном и обеспечит себе место в будущем BTS? Или его молчание откроет другой путь, к которому мир еще не готов? Пока эти ответы не появятся, сцена остается наполненной неопределенностью, и ARMY продолжают плакать, разрываясь между надеждой и страхом. Сейчас крайне важно сделать шаг назад и отделить домыслы от фактов. Хотя история вокруг подписания контракта Тэхёном и молчания Чингука попала в заголовки газет, правда гораздо менее драматична, чем слухи. Описанная выше эмоциональная буря в значительной степени проистекает из неполной информации, раздутых социальных сетей и иногда неверной интерпретации официальных заявлений. Во-первых, нет официального подтверждения от HYBE или менеджмента BTS, что Тэхён подписал новый контракт отдельно от остальных участников. Сообщения быстро распространяются в сети, часто без контекста. Поклонники, движимые страстью и страхом, интерпретируют их таким образом, что это усугубляет неопределенность. На самом деле переговоры по контрактам в индустрии развлечений – долгий и сложный процесс. Они редко происходят изолированно, и практически невозможно, чтобы один участник группы действовал без участия остальных. Во-вторых, молчание Чингука не так необычно, как его представляют. Участники BTS в настоящее время проходят обязательную военную службу, что ограничивает их общение и публичные появления. Следовательно, молчание не может автоматически интерпретироваться как нерешительность или отрицание. Военная служба – основная причина, по которой фанаты меньше слышат о них в последнее время. То, что воспринимается как избегание, может быть просто результатом обстоятельств, не зависящих от участников. Слухи о распаде BTS циркулируют уже много лет, однако группа раз за разом доказывала их неправоту. От продления контрактов до перерывов в военной службе волна спекуляций была постоянной. Каждый раз BTS возвращались с обновленным единством и преданностью. Эта тенденция предполагает, что нынешние опасения могут быть снова преувеличены интенсивностью онлайн-дискуссии, а не реальностью. Более того, индивидуальные проекты и групповые обязательства не являются взаимоисключающими. Сольная деятельность Тэхёна, актерство, модельный бизнес, музыка никогда не ослабляла его связь с BTS. То же самое относится и к Чингуку. Его сольная карьера фактически расширила глобальное влияние группы. Успех за пределами BTS – это не признак распада, а, скорее, укрепление их позиций в мировой индустрии. Нельзя игнорировать и роль СМИ, заголовки, подчеркивающие разногласия, неопределенность или потенциальный конфликт, привлекают больше внимания. Такой подход стимулирует клики, репосты и обсуждения, но он часто затмевает тот факт, что участники BTS продолжают заявлять о своем единстве. Когда стало известно о поступке Тэхёна, СМИ поспешили представить его как контраст с поступком Чингука, создав иллюзию дисбаланса без каких-либо доказательств. Правда в том, что история BTS полна стойкости и общей цели. От дней стажерства до становления самым популярным бойбэндом в мире они преодолевали трудности, полагаясь друг на друга. Чингук часто говорит о своем доверии к Хёну, Тэхён постоянно подтверждает свою любовь к группе как к семье. Это не пустые слова, а отражение долгого пути преданности. Предположить, что одно единственное объявление о контракте разрушило эту связь, значит игнорировать годы доказательств обратного. Слезы ARMY настоящие, эмоциональная реакция искренняя, но они также подпитываются бесконечным циклом домыслов. Естественно волноваться, когда информация не ясна, но важно помнить, что BTS всегда отвечает честностью, когда приходит время. Сегодняшнее молчание Чингука кажется тяжелым, но история подсказывает, что он заговорит, когда придет время.
И когда он это сделает, это, вероятно, подтвердит единство, которое всегда ценили фанаты. Вывод очевиден. Идея о том, что Тэхён действовал в одиночку, пока Чингук колебался, неполная история, возможно, даже неверное толкование. Факты не подтверждают заявление о расколе. Скорее всего, это сочетание времени, службы в армии и медийного фрейминга, а не внутренний конфликт. В конечном счете, BTS остаются группой, определяемыми слухами. А стойкостью, эмоциональный шторм, окружающий их, доказывает глубину любви армии, но также напоминает нам о важности терпения и перспективы. Когда полная картина наконец проявится, а это всегда так, история, скорее всего, будет историей единства, а не разделения, преданности, а не предательства, общих мечтаний, а не индивидуальной изоляции, а до тех пор поклонникам и наблюдателям лучше всего подходить к домыслам с осторожностью, сохраняя доверие, выстроенное за десятилетия, и ждать, пока сами участники группы выскажут свою правду, потому что в мире BTS молчание неравнозначно отсутствию.